Под национальным парком в Вайоминге лежит дыра в земле размером с целый штат. Ее не видно. Можно ехать по ней на машине целый час и не понять, что ты внутри. Кальдера Йеллоустоуна – это 72 километра в одну сторону и 55 в другую. Это третья по величине вулканическая воронка на суше планеты. И вот что про нее обычно рассказывают в интернете. Что она вот-вот рванет, что под ней зреет конец света, что если она проснется, нам всем конец. Так вот, почти все это – чушь. Но реальная история Йеллоустоуна оказалась интереснее всех страшилок. Потому что в последние пару лет ученые впервые заглянули внутрь этой штуки по-настоящему, не гадая, а буквально просветив ее насквозь. И увидели вещи, о которых научпоп-ролики молчат, потому что они ломают привычную картинку. Например, под Йеллоустоуном нет единого огненного котла. Это первое, что придется выкинуть из головы. Начнем с цифры, которая звучит как приговор. Под парком и правда лежит магма. Очень много магмы. В 2015 году команда из университета Юты сделала что-то вроде томографии Земли. Собрала данные с тысяч землетрясений и построила трехмерную карту того, что творится под поверхностью. Принцип простой. Сейсмические волны идут через горячую породу медленнее, чем через холодную. Замеряешь скорость в разных точках и получаешь картинку, как на снимке в больнице. И они нашли резервуар объемом около 46 тысяч кубических километров на глубине примерно 45 километров. Над ним камера поменьше, около 10 тысяч кубикилометров на глубине 12-15 километров. Вместе это крупнейшая известная система магмы под любым вулканом на Земле. Цифры такие, что хватило бы заполнить все Великие озера и осталось бы еще. Вот тут обычно ролик ставит тревожную музыку. И вот тут он врет. Потому что есть деталь, которую почти никто не договаривает. Эта магма не жидкость. Точнее, почти не жидкость. Верхняя камера, та самая, что ближе к поверхности, расплавлена примерно на 9%. Нижний, гигантский резервуар, всего на 2%. Все остальное – это горячая, твердая, губчатая порода. Представьте себе не котел с лавой, а раскаленную губку, в порах которой кое-где застряли капли расплава. Чтобы вулкан мог взорваться, расплава нужно хотя бы процентов 30-40, да еще и связанного в единую массу. Здесь 9. И 2. То есть из всего этого циклопического объема реально жидкого расплава наберется примерно на четверть Гранд-каньона. Не на сам каньон, на четверть. И эта четверть раскидана редкими каплями потолще размером с горный хребет. Назвать такое озером лавы под парком – это как назвать океаном кухонную губку на том основании, что она мокрая. И все же одна загадка оставалась открытой. Если магма не собирается в котел, то почему Земля над ней дышит? Потому что она именно дышит, и это не метафора. Кальдера Йеллоустоуна поднимается и опускается. Постоянно. С 2004 по 2007 год центр кальдеры вспух почти на 17 сантиметров за 3 года. Это очень быстро для вулкана. Порядка 7 сантиметров в год. GPS-датчики и спутниковые радары ловят это движение в реальном времени. Потом Земля также оседает обратно. Поднялась, опустилась, снова поднялась. Иногда одна часть кальдеры растет, а соседняя в это же время проваливается. Долгое время это пугало. Земля вспучивается, значит магма прет вверх, значит скоро рванет. Логично же. Но реальность оказалась хитрее. Вспучивание чаще всего вызвано не самой магмой, а водой и газом, раскаленными флюидами, которые то скапливаются в трещинах, то находят выход и стравливаются. Земля над Йеллоустоуном ведет себя не как крышка кипящей кастрюли, а как грудная клетка спящего. Вдох, выдох. И вот тут начинается самое интересное открытие последних 2 лет. В апреле 2025 года в журнале Nature вышла работа, которая впервые показала, где именно у этой системы крышка. Команда из университета Райса под руководством Брэндона Шманта пригнала на северо-восток парка специальный грузовик. Не буровую, грузовик. Весом 24 тонны с виброустановкой, которая обычно ищет нефть. Эта махина бьет по земле низкочастотными вибрациями и создает крошечные искусственные землетрясения. А вокруг расставили больше 600 сейсмодатчиков, чтобы поймать, как волны отражаются от слоев под землей. И на глубине ровно 3,8 километра волны наткнулись на резкую четкую границу. Отражение было таким сильным, что сами ученые не ожидали. Что-то там, внизу, физически отличается от всего вокруг. Они начали моделировать, что может давать такой сигнал, перебирая комбинации породы, расплава и газа. Совпало одно – пористая порода, в которой половина пор заполнена пузырями. Это и есть крышка магматической системы Йеллоустоуна.
Слой с пористостью около 14%, и половина этих пустот занята не расплавом, а пузырями сверхкритической воды. Сверхкритическая – это когда вода под огромным давлением и жаром уже не жидкость, но еще и не пар, а нечто третье. И вот эта деталь меняет все понимание угрозы. Потому что взрыв вулкана работает примерно как открытая бутылка шампанского. Газ растворен в магме под давлением. Если он внезапно высвобождается весь сразу, получается катастрофа. Раньше боялись, что под Йеллоустоуном этот газ копится под глухой пробкой, а оказалось наоборот. Крышка газ не запирает, а постоянно подтравливает. Пузыри поднимаются и тихо уходят вверх через трещины и поры между кристаллами. Туда, где они кормят знаменитые гейзеры и горячие источники парка. Шмант назвал это ровным дыханием. Бывает, что система копит давление до срыва. Тогда жди беды. Здесь не тот случай. Содержание пузырей и расплава в крышке ниже того порога, за которым начинается извержение. Так что 10 с лишним тысяч гейзеров и горячих источников Йеллоустоуна – это не предвестники катастрофы. Это квитанция о том, что лишнее давление уходит штатно, по чуть-чуть. Но если магма распределена каплями, а газ спокойно уходит, тогда возникает следующий вопрос. А где вообще этот резервуар? Один он или нет? И вот тут вторая большая работа того же 2025 года перевернула старую картинку окончательно. Метод на этот раз был другой – магнитотеллурика. Звучит сложно, смысл простой. Природа сама подсвечивает недра Земли. Молнии и солнечные бури создают слабые электромагнитные поля, которые проникают глубоко вниз. Расплавленная порода проводит электричество иначе, чем холодная. Расставляешь по поверхности датчики, ловишь эти естественные сигналы, и недра словно подсвечиваются изнутри, как при просвечивании фонариком. Природный рентген. И вот что увидела команда из геологической службы США. Под Йеллоустоуном не один резервуар, их несколько, как минимум 4 отдельных кармана реолитовой магмы на глубине от 2,5 до 7 километров. Они не слиты в единое озеро, это разрозненные хранилища, и каждая из них расплавлена всего на 9-15%, снова намного ниже порога извержения. И теперь главная деталь, о которой не говорит ни один фильм «Катастрофа». Эти 4 кармана разные. 3 из них на западе и в центре кальдеры остывают, они доживают. Это остатки последнего гигантского извержения, и они уже не связаны с глубинным источником тепла. Они просто медленно отдают остатки жара тем самым гейзерам и тихо умирают. А вот 4-й на северо-востоке парка живой. Он самый крупный, около 440 кубических километров расплава. И только он соединен каналами с глубинными базальтовыми резервуарами, которые поднимаются из нижней коры и подкармливают его теплом. Базальт – это та самая горячая текучая магма из глубины, которая работает мотором всей системы. И этот мотор сейчас подключен только к одному углу кальдеры. Вывод исследователей звучит буднично, но он сенсационный. Центр будущей вулканической активности Йеллоустоуна сместился. Последние 160 тысяч лет все происходило в западной и центральной части кальдеры. Теперь, если когда-нибудь случится новое реолитовое извержение, его очаг почти наверняка будет на северо-востоке. Вулкан, если угодно, переезжает в пределах собственной воронки. Медленно, но по приборам это уже видно. И это вписывается в куда более грандиозную картину, которую большинство людей вообще не держит в голове. Йеллоустоун никогда не стоял на месте. Он движется по континенту уже 16 миллионов лет. Дело в том, что сам источник тепла, горячая точка, мантийный плюм, почти неподвижен. Он торчит из глубин Земли, как пламя газовой горелки, а вот континент над ним ползет. Североамериканская плита медленно сдвигается на юго-запад, примерно с той же скоростью, с какой растут ваши ногти. И она проезжает над неподвижным пламенем, которое прожигает ее снизу. Поэтому след Йеллоустоуна можно увидеть на карте прямо сейчас. Это цепочка древних кальдер, протянувшаяся через всю равнину реки Снейк на юге Айдахо, от границы Невады и Орегона до нынешнего парка. 16 миллионов лет назад горелка прожигала землю на стыке 3 штатов, 10 миллионов лет назад уже под нынешним городком Американ Фоллс. Каждая мертвая кальдера в этой цепи – бывший адрес Йеллоустоуна, который плита уволокла дальше на юго-запад. Геологи спорят о точной скорости. За последние 8 миллионов лет это около 3 сантиметров в год, но если усреднить все 16, выходит ближе к 4,5. И за эти миллионы лет горелка устроила 15-20 крупных извержений. 3 из них были по-настоящему чудовищными. Самое большое случилось 2 миллиона 100 тысяч лет назад,
Геологи называют его туфом Хаклберри Ридж. Оно выбросило больше 2450 кубических километров материала. Пепел накрыл около 15 тысяч квадратных километров. Толщина отложений местами достигает 300 метров. Это высота Эйфелевой башни, сложенная из спрессованного вулканического пепла. Извержение шло не одним ударом, а 3 приступами, разделенными десятилетиями. Газ в потоках был раскален выше 600 градусов. Второе извержение через 800 тысяч лет было намного скромнее, а третье, последнее по-настоящему крупное, произошло 640 тысяч лет назад. Туф-Лава-Крик, около 1000 кубических километров. Именно оно создало ту кальдеру, по которой сегодня ездят туристы. Крыша магматической камеры тогда провалилась внутрь опустевшей пустоты. Так и образуется кальдера. Не гора, а наоборот, гигантская проваленная воронка. Чтобы почувствовать разницу в масштабе, держите в голове одно сравнение. Извержение вулкана Сент-Хеленс в 80-м году, которое до сих пор показывают в учебниках как образец катастрофы, выбросило примерно 1 кубический километр материала. Хаклберри Ридж выбросил 2450. В 2500 раз больше. Пепел от тех древних извержений геологи выкапывают за 1500 километров от парка, вплоть до Канзаса и Техаса. Тонкий белый прослоек в породе тянется через половину континента, и по нему до сих пор сверяют возраст слоев. И вот тут пора сказать честно про то самое суперизвержение, которым всех пугают. Да, оно может когда-нибудь повториться. Но вероятность того, что оно случится в любой конкретный год, оценивается примерно как 1 к 730 тысячам. Последний крупный выброс лавы здесь был 70 тысяч лет назад. Уровень тревоги, который геологическая служба США держит для Йеллоустоуна прямо сейчас, называется одним словом – нормальный. А сами ученые обсерватории прямо говорят – суперизвержение – это наименее вероятный из всех сценариев. Самый раскрученный и самый маловероятный. Но это не значит, что Йеллоустоун безобиден. Просто реальная опасность совсем не та, о которой снимают блокбастеры. И вот ее-то как раз почти не обсуждают. 23 июля 2024 года в районе Бисквит-Бейсин, прямо у пешеходного настила, по которому ходят туристы, земля внезапно взорвалась. Без предупреждения. В воздух на сотни метров взлетел столб пара, а вместе с ним грязь и камни. Доски настила разнесло в щепки, люди убегали в панике. Никакой магмы, никакой лавы. Это был гидротермальный взрыв. Работает он так. Под землей есть карманы с горячей водой и паром. Когда выход запечатывается, обычно отложениями кремнезема, которые забивают поры как накипь, давление в замкнутом кармане растет. Получается скороварка. И если давление превысит прочность породы над ним, порода лопается, и вода мгновенно вскипает в пар, расширяясь в сотни раз. Получается взрыв, который выбивает воронку. И вот что важно. Магматическое извержение зреет годами. Его видно по приборам заранее. А такой паровой взрыв срабатывает почти мгновенно. Никаких лет на раскачку. По оценкам обсерватории, событие, способное оставить кратер размером с футбольное поле, случается тут каждые несколько сотен лет. А что-то поменьше – пару раз в год. И масштаб этих взрывов в прошлом был такой, что становится не по себе. На дне Йеллоустоунского озера лежит кратер Мэри-Бэй. 2,6 километра в поперечнике. Это крупнейший гидротермальный взрывной кратер в мире. Он образовался около 13 800 лет назад. Рядом кратер Тёрбид-Лейк, 1,5 километра, и кратер Элиота. В одном только этом районе северо-восточнее озера лежат 3 крупнейших гидротермальных кратера на планете. И спусковым крючком для них была не магма. Мэри-Бэй, по одной из версий, рванул из-за резкого падения уровня озера, которое спровоцировало землетрясение. Элиота – из-за того, что сейсмический толчок проломил непроницаемый купол над перегретым карманом. То есть достаточно сильной встряски, и скороварка срывает крышку. Сама собой, без всякого пробуждения супервулкана. И вот тут возникает резонный вопрос. Магматическое извержение видно заранее, а паровой взрыв можно ли вообще предсказать? Над этим сейчас и бьются. Идея – измерять температуру и давление в скрытых карманах горячей воды, своего рода геологический термометр, опущенный в недра. Ищут предвестники, чтобы газ вдруг сменил состав или источник едва заметно нагрелся перед срывом. Тот самый взрыв в Бисквит-Бейсин оказался для науки удачей. Мелкое по геологическим меркам событие случилось прямо под носом у датчиков, и механизм впервые удалось разобрать в деталях.
Потому что эти карманы не застывшие лужи. Дно Йеллоустонского озера буквально живет. За последние 14 тысяч лет там гремели взрывы, вспучивались и оседали целые подводные купола. Ученые сейчас составляют подробную карту этого дна и находят на ней шрамы прошлых взрывов и места, где порода уже готова лопнуть снова. Вот настоящая статистика этого места, которую стоит запомнить вместо страшилок про конец света. За все годы наблюдений Йеллоустоун не убил ни одного человека вулканом, а вот горячими источниками убил. Люди гибли и получали тяжелейшие ожоги, падая в кипящие бассейны парка. Реальная опасность Йеллоустоуна – это не апокалипсис из фильма, это вода, кипящая, перегретая под давлением. Та самая, что прямо сейчас тихо выпускает пар через тысячи гейзеров. Мы боялись не того. Десятилетиями Йеллоустоун держали в голове как бомбу с таймером и пытались угадать дату. Приборы последних лет показали кое-что менее эффектное, но куда более странное. Это не заряд, ждущий детонации. Это процесс, который идет прямо сейчас и который мы только-только научились читать. И ему нет до нас никакого дела. Часы, по которым он живет, отсчитывают сотни тысяч лет за один тик. И вся письменная история человечества на этом циферблате. Меньше секунды. А заглянули внутрь механизма мы и вовсе только что. Грузовиком, что трясет землю, да молниями, что подсвечивают магму снизу. И механизм этот пока работает ровно. 4 миллиона человек в год ходят по тонкой корке над живой горелкой. И каждый вечер спокойно уходят к своим машинам. Самый страшный вулкан планеты оказался не бомбой, он оказался процессом, который мы успели застать в работе. Обязательно подпишитесь на канал. Лайк и подписка тоже обязательны. Не прощаемся, друзья. До новых выпусков.